Привет, ребята! Сегодня мы с вами поедем на рынок Пусан-Джин, но для начала попьем быстро кофейку и поедим блинный тортик, который вчера испекла я, а украсила Алиса. Кстати, хочу сказать, что его себестоимость получилась как торт в пекарне Париж Багет, который можно было просто пойти и купить. С этим мы провозились долго, но зато он домашний. На рынок Пусан-Джин мы едем за тканями для новогодних костюмов, но там еще продается много всего интересного. Постараемся показать основное и назвать вам цены. Находится этот рынок недалеко от станции метро Чвачон. Основан он в 1913 году. Легенда гласит, что всякий раз, когда пусанская женщина выходила замуж, она шла именно на этот рынок и покупала все необходимое для своего нового дома. Я замужем уже почти 6 лет. И в квартире, которую мы сейчас снимаем, есть все необходимое. Но сдерживалась я с трудом, чтобы не купить что-нибудь очень нужное. Например, брелок вот с этим персонажем из популярного корейского сериала «Игра в кальмара» за 5000 вон. Это примерно $4. Или Алисе вот такую игрушку за 30 000 вон, что примерно $23. У нее пазлы есть такие же. Папа, наверное, помнит, как мультик называется. Не помню. Не помнит? Это корейский мультик. Такие глазастые сумочки. И очень нарядные носочки. Вот эти бегового, говорит, хорошие штаны стоят 23 000 вон. А для чего они хорошие? На велосипеде кататься? Мы еще немножко прогулялись по уличной части рынка Пусан-Джин, где увидели много всего интересного. Вот такая штучка, чтоб не замерзли уши, $4. Зимние кроксы, $10. Забавная детская сумочка за $4. Тканевые супермаски, меньше чем за $1. Плотная подстилка за $18. Коврики от 4 до $10. Внутренняя часть рынка располагается на 4 этажах. Нам сразу встретился бутик с детской одеждой. Платье Эльзы за $12, забавная толстовочка за $8, юбочка за $6 и много всякого интересного. Вот этот костюмчик из корейского сериала «Игра в кальмара». Рядышком продавались носочки за $1,5 пара. И вау, целый отдел с настоящими балетными пачками для Алисы, каждая за $30. Сначала я хотела купить себе вот такой домашний костюм за $12. Но потом что-то подумала, наверное, слишком нарядно. Вот такой мужской костюм за $35. Здесь, конечно, огромное разнообразие ханбоков. Почему-то мама решила его приобрести. Цена вопроса за полноценный ханбок вот с такой юбочкой $60. О, а вот я приглядела сестренке новогодний подарочек. Полотенце 3 штучки за $12. Штор здесь, конечно, видимо-невидимо. Вот такие шторки с трафаретами нам мама привозила, когда мы были в Питере. Они висели в Алисиной комнате. Стоимость одного погонного метра $30. Высота при этом составляет 2,5 метра. В этом отдельчике мы приобрели ткани для новогодних костюмов. Цена в среднем $5 за 1 погонный метр. Ну и, конечно же, огромное количество всякой фурнитуры, пуговиц, заклепочек, брошей. И соджу, да, еще. Для тех, кто пить бросает. Бутылочку утром и вечером, чтобы не забывать. Вставляется. А? Вставляется, видать, что-то еще. 100? Нет, Four? 400. One piece? 400 400. won.
501, 501, 400. Okay. Окей. Комсомольный, да? 네. Подожди, не включай. This 1001. 1000. 네. Вот такая. Вот, она подходит больше, да. Поверните ко мне. Ну вот, собственно, все, готовый Алисин костюм. 6000 вон. Какая красота, да? Вон тут, да, много всякого с принцессой. И с Винни-Пухом вон еще есть. Эти постельные наборы покорили и меня, и Алису. Цена в среднем $150. Все зависит от наполнения одеяла. Но мы брать не стали, потому что в квартире, которую мы снимаем, есть все необходимое. Прежде чем ехать в мексиканское кафе, в котором по выходным подрабатывает моя младшая сестра Саша, мы решили заехать домой и оставить наши покупки. 1 килограмм ароматного меда с корицей за $25. Чудесненькие тепленькие носочки, чтобы ходить дома, и к ним домашние штанишки по $4. И вот целый набор новогодних тканей для костюмов общей стоимостью $40. Ну и конечно же Алисина пачка, как у настоящей балерины. Я думаю, что Саша нас уже заждалась. Тем более ехать к ней целый час на метро, на станцию Hyundai. Идем и ищем по навигатору кафе Una dos Tacos. Геопозицию я оставлю в описании. Кафе небольшое, но очень уютное. Рассчитано на 5 столиков, по 2-4 человека. Оформлено забавно в мексиканском стиле. Все блюдо от начала и до конца, от лепешек до оформления, делает хозяйка кафе. Мы заказали манго джус Алисе, очень таки плохой ценник, 2000 вон всего лишь стоит. Вот. Потом заказали такос американо, он не остренький. А еще мама заказала маргариту с манго, 27,5 градусов. Самый острый такос у вас. Как называется? Чоризо. Чоризо? Можно мне один чоризо и одну пиво еще? Давайте пробовать. А у тебя нету того, а у тебя есть Вкусно. рисик. Рисик, зайчик, вот. Очень вкусный рисик. Да. Не острый. Вкусный рисик. Очень вкусный такос. Очень сочное, вкусное мяско, много овощей, а самое главное сметанка. градусов. А на вкус как? Не ощущается. Может быть, да. Я не знаю, чем смягчается, но градус так не ощущается. У тебя лучше. Не ощущается. Видишь, какая красивая? Нам дали в подарок картошку фри с мясом и со сметанным соусом. Очень вкусно.
Очень жаль, что мы живем далеко от этого кафе, но когда будем приезжать погулять на Hyundai, обязательно заглянем. Чек у нас вышел на $50. 4 порции такос, мексиканские чипсы начос с соусом сальса, 4 бутылки пива, 2 стакана мангового сока для Алисы и маме алкогольная маргарита. А, ну да, еще картошка и сырные лепешки в подарок. На сегодня все. А в следующем выпуске мы вам расскажем про жилье в Пусане. Об этом попросил один из наших подписчиков в комментарии. Расскажем про бюджетное жилье для комфортного проживания 1-2 человек. Пока-пока!